Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Новости сегодняшнего дня активно обсуждаются в социальных сетях. Давайте посмотрим, что именно происходит. Беспрецедентная волна гнева и тревоги стремительно распространяется по глобальному фан-сообществу, сосредотачивая внимание на вопросах безопасности в преддверии мирового тура. Безопасность Ви оказалась под серьезным пристальным вниманием после появления информации об эскалации преследования и угроз со стороны женщины, которая, как сообщается, на протяжении длительного времени занимается сталкингом артиста. Этот инцидент больше не ограничивается обычным преследованием или навязчивым вниманием, а достиг критического уровня в связи с прямыми угрозами безопасности и жизни артиста на предстоящих публичных мероприятиях. Согласно информации, распространяемой из различных надежных источников внутри фан-сообщества, данная женщина, имеющая длительную историю обсессивного и деструктивного поведения по отношению к Ви, якобы открыто заявила во время прямой трансляции, что у нее есть билет на предстоящий концерт в рамках Army Tour и что она намерена пронести с собой кислотную жидкость для совершения нападения. Хотя абсолютная достоверность этой угрозы в настоящее время срочно проверяется соответствующими сторонами с учетом серии иррациональных и систематических действий, совершенных этой женщиной в прошлом, фан-сообщество не может оставаться безучастным. Ситуация рассматривается как реальная и крайне серьезная угроза. Важно подчеркнуть, что это не единственный инцидент. Поклонники уже давно собирают и документируют различные действия данной женщины, включая попытки приблизиться к Ви на прячных мероприятиях, появление в аэропортах с нарушающим поведением, постоянную отправку навязчивых и тревожных сообщений в социальных сетях, а также вмешательство в прямые трансляции Ви с целью привлечения негативного внимания. Эскалация психологического давления в угрозы физического насилия стала переломным моментом, спровоцировавшим беспрецедентную по масштабам кампанию по защите артиста. В течение нескольких часов хэштеги, такие как ProtectVi и Hype Protect Your Artists, стали глобальными трендами, собрав миллионы взаимодействий. Поклонники со всего мира начали действовать организованно. Они не только распространяли информацию, чтобы предупредить друг друга и оказать давление на организаторов концертов, но и координировали массовые кампании по отправке электронных писем и отчетов в управляющую компанию Hype. Эти обращения не только информировали о существующей угрозе, но и содержали полные доказательства истории преследования со стороны данной женщины, а также требования о решительных юридических действиях и конкретных мерах безопасности для гарантии защиты Ви и всех причастных лиц. Реакция сообщества продемонстрировала высокий уровень зрелости и организованности. Руководства по подаче жалоб были переведены в десятки языков, подготовлены шаблоны писем для повышения эффективности, а призывы формулировались спокойно, но твердо, с сохранением фокуса на главной цели – защите артиста, а не создании паники. Однако на фоне волны возмущения появились и противоположные мнения, хотя и в меньшинстве. Некоторые считали, что широкое распространение информации может лишь предоставить сталкеру желаемое внимание и потенциально провоцировать еще более экстремальные действия. Они предлагали решать проблему тихо, сообщая о ней прямой компании и правоохранительным органам, чтобы она была профессионально урегулирована без лишнего общественного резонанса. Эта точка зрения была быстро отвергнута большинством сообщества. Основной аргумент заключался в том, что молчание в прошлом не остановило преследование, и лишь сильное общественное давление способно заставить управляющую компанию действовать серьезно и решительно. Их мнение заключается в том, что безопасность артиста является абсолютным приоритетом и не может быть принесена в жертву опасениям по поводу ненамеренного привлечения внимания к преступнику. Этот инцидент вновь поднимает тревожный сигнал о проблеме сасан-фанов в корейской индустрии развлечений, проблеме, существующей уже несколько десятилетий и до сих пор не имеющей окончательного решения. Теперь давление сосредоточено на Hype. Общественность ожидает официального ответа и четкого заявления о предпринимаемых мерах. Будут ли усилены службы безопасности на концертных площадках, применены ли технологии распознавания лиц для недопуска лиц из черного списка, или же будет налажено сотрудничество с международными правоохранительными органами для расследования и привлечения данной женщины к ответственности. Одно ясно – молчание или половинчатые меры больше неприемлемы. Безопасность Ви стала главным приоритетом, и миллионы поклонников по всему миру не остановятся, пока не будут уверены, что их кумир действительно полностью защищен.
BTS вновь переопределяют значение фразы «билеты распроданы». Мировой тур под названием Army Tour вызвал глобальное землетрясение, распродав билеты на культовые стадионы по всему миру всего за несколько часов на этапе предварительных продаж. Что особенно поразительно, это еще не была официальная продажа для широкой публики, а лишь приоритетный доступ для зарегистрированных официальных фан-клубов. Тем не менее, возникший ажиотаж значительно превзошел ожидания и установил беспрецедентные рекорды. В Сеуле 3 концерта на стадионе Гоин, вмещающем десятки тысяч зрителей каждую ночь, были мгновенно объявлены полностью распроданными. Волна успеха не ограничилась Кореей. В Европе 2 концерта на Альянс-арене в Мюнхене, 2 концерта на Стад де Франс во Франции и 2 концерта на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне также были распроданы без единого свободного места. Пересекая Атлантику, 2 концерта на стадионе Реймонд Джеймс в Тампе, США, площадки, принимавшие крупнейшие мировые спортивные события, также были полностью заполнены. В целом, на первом этапе предварительных продаж сотни тысяч билетов нашли своих владельцев, сделав Army Tour одним из самых быстро продаваемых туров в истории, еще до его официального старта. Реакция фан-сообщества стала смесью безграничной радости для тех, кому удалось приобрести билеты, и глубокого разочарования для миллионов, кто потерпел неудачу. Социальные сети заполнили публикации о падении сайтов продажи билетов из-за колоссального трафика, виртуальных очередей, достигающих сотен тысяч и миллионов, а также о напряженной борьбе с системой ради завершения покупки. Многие описывали этот опыт как не покупку билета, а борьбу за выживание. Это явление сразу вызвало широкую дискуссию о культурной и экономической мощи BTS. Экономические аналитики отмечают, что полные стадионы мирового уровня приносят не только значительные прямые доходы от продажи билетов, но и создают мощный мультипликативный экономический эффект для принимающих городов, включая гостиничное дело, рестораны, общественный транспорт и локальный туризм. Однако за впечатляющими цифрами и похвалами медиа продолжается неутихающий спор о справедливости и прозрачности системы продажи билетов. Сильная волна критики была направлена в адрес таких платформ, как Ticketmaster, которые обвиняются в неподготовленности к экстремальному наплыву пользователей и создании неудовлетворительного участи опыта. Более того, проблема перекупщиков и ботов вновь оказалась в центре внимания. Вскоре после объявления о распродаже билетов, билеты на Army Tour появились на платформах перепродажи, таких как StubHub и Viagogo, по ценам, превышающим оригинальную стоимость в десятки и даже сотни раз. Это вызвало масштабное возмущение у преданных поклонников, которые почувствовали, что их усилия и преданность были использованы спекулянтами. Некоторые считают, что текущая модель продажи билетов сама по себе создает идеальные условия для процветания черного рынка и необходимы более жесткие реформы, такие как именные билеты или более честные системы лотерей. Тем не менее, одно остается неоспоримым. Успех предварительных продаж Army Tour является веским доказательством непререкаемого статуса BTS в мировой музыкальной индустрии. BTS — это не просто музыкальная группа, а культурный феномен, способный мобилизовать фан-армию невероятных масштабов и заполнить любой стадион в мире. Борьба за билеты, скорее всего, продолжится во время официальных продаж и почти наверняка станет еще более ожесточенной. Army Tour теперь это не просто музыкальное событие. Он стал символом коллективной силы и безграничного духа целого поколения поклонников. Таковы основные новости, которые сегодня стали предметом масштабного обсуждения в фан-сообществах по всему миру. С одной стороны, мы наблюдаем невероятную силу глобального фандома, способного действовать быстро, организованно и с искренней каретой ради защиты любимого артиста. С другой стороны, это напоминание о том, что за блеском индустрии развлечений скрываются реальные вызовы, которые нельзя игнорировать, особенно когда речь идет о безопасности артистов. Случай с Ви вновь открывает длительную дискуссию о необходимости всесторонней защиты, не как реакции на угрозы, а как постоянно действующей и жесткой системы. Безопасность — это не разовая мера, а долгосрочная ответственность, требующая серьезного подхода со стороны всех участников, менеджмента, организаторов и соответствующих органов. Голос фанатов, который сегодня звучит по всему миру, это не паника, а выражение заботы и надежды на реальные шаги, способные гарантировать безопасность для всех. На фоне этих опасений мир наблюдает и за другим, не менее масштабным явлением. Army Tour доказал, что BTS — это не просто громкое имя в музыке, а глобальная культурная сила. Полные распродажи билетов за считанные часы демонстрируют прочную связь между BTS и их поклонниками и показывают, как музыка способна преодолевать границы стран, языков и поколений.
Однако этот грандиозный успех несет и большую ответственность. Огромный энтузиазм должен быть уравновешен справедливыми, прозрачными и безопасными системами, как в вопросах продажи билетов, так и в организации самих концертов. Потому что в конечном итоге концерт — это не только цифры и рекорды, но и безопасный и значимый опыт для всех участников. Сегодня внимание всего мира приковано к следующим шагам, которые предпримут менеджмент и организаторы. Четкие ответы, решительные действия и реальные обязательства станут определяющими для будущего общественного доверия. Тем временем фанаты продолжают стоять вместе, не просто как зрители, а как заботливое, критически мыслящее и сплоченное сообщество. Мы надеемся, что этот тур будут помнить не только за его масштаб и ачивки, но и за то, как безопасность, ответственность и взаимное уважение были поставлены во главу угла. Потому что за каждым большим концертом самая ценная вещь — это не свет софитов, а люди внутри него. Спасибо, что были с нами.